Привет, друзья! Сегодня у нас, на мой взгляд, гениальная задачка. Смех мата. Что дано? Дан полушар, в него вписан куб. Радиус полушара, естественно, неизвестен. И требуется при помощи циркуля и линейки построить ребро этого куба. Ну, когда там куб вписан, одна грань лежит на основании этого полушара, а четыре вершинки противоположной грани принадлежат поверхности этого полушара или полусфере. Ну все, 16 плюс. Попробуйте решить эту задачку. Если не боитесь, я думаю, это не так уж сложно. Все-таки это 7, 8, 9 класс. Задачки на построение. Вроде бы это простые такие задачки, детские, но это гениальные задачи, на мой взгляд. У нас была недавно задачка такого же типа. Нужно было определить при помощи циркуля и линейки радиус шара. Найти, построить, потом приближенно вычислить его. Ну, жалко, что немного зрители оценили эту задачку, но представьте перед вами шар метров 8-10 высотой, каменный. Как вы будете определять его радиус? При помощи каких инструментов? Напишите, просто интересно, как бы вы определяли радиус, довольно большого шара. Можно залезть наверх, положить доску параллельно земле, там, отвес спустить, конечно, но это не математично. Можно свалиться и все. Ну, вот мы решили эту задачку. Кто не смотрел, можете посмотреть. Она тесно связана с нашей. Я скажу пару слов о таком великом математике, как Карл Фридрих Гаусс. Это немецкий математик. Он в 17 лет поступил в Геттингенский университет. Там же проработал всю жизнь. На филологический факультет. Хотел стать новым Гёте или Шиллером. Но ему попалась задачка, которой было 2000 лет. Построить правильный 17-угольник при помощи циркуля и линейки. Он не ходил на занятия целую неделю, заперся у себя там в мансарде и решил эту задачу. Он доказал, что построить можно, указал алгоритм построения и нашел n, при которых построить можно, а при которых нельзя построить правильный n-угольник. И хотя он прожил около 80 лет, совершил огромное количество открытий, доказал множество теорем, в своем завещании он указал выбить на могильном камне чертеж построения правильного 17-угольника. Я не провожу параллели, но вроде бы внешне эти детские задачки приводят к таким серьезным математическим всяким результатам. Приведут сегодня или нет, я не знаю, но в нашем с вами мировоззрении, наверное. Итак, давайте смотреть, что нам дано и что решить. Дан некий полушар. Можно представить себе реальный полушар, все, циркуль, линеечка лежит, и в него виртуально вписан куб. И нам нужно построить отрезок, равный по длине ребру куба. Потом можно измерить этот отрезок, узнать, чему равна длина этого вписанного куба в этот полушар. Итак, нужно построить x. Циркуль и линейка. Циркуль плюс линейка. Я все расскажу, если вы что-то забыли, что вам строить, ничего мы строить не будем. Мы так виртуально скажем, можно. Первый шаг, я проведу сечение шара через диагональное сечение куба. Через А1, С1, С провожу плоскость. И получится полукруг, в который вписан прямоугольник АА1, С1, С. Верно? Верно. Но поскольку ребро куба х, то ДС тоже х, а dx по теореме Пифагора мы найдем АС. АС будет х в квадрате плюс х в квадрате, 2х в квадрате, извлекаем корень, х корней из 2. Все. Центр О, основание полушара, он же основание и всего шара. И радиус этого круга, лежащего в основании, равен радиусу шара. АО – половинка диагонали АС. Это х корней из 2, деленное на 2, или, наверное, так удобно, х делить на корень из 2. Я здесь и записал, что АО – это х корней из 2. Если бы нам пришлось решать вычислительную задачу, известно r, и нужно найти, вычислить ребро куба, мы посмотрели треугольник А1АО, верно? Верно. И сказали, что по теореме Пифагора х в квадрате плюс х деленное на корень из 2 в квадрате равно r в квадрате. Что получилось бы? Х в квадрате плюс х в квадрате пополам, это 3х в квадрате пополам, это х в квадрате, это 2/3 r квадрат, и х равен корень из 2/3 r. Верно? Я запишу это так. Корень из 2 на r
и делить на корень из 3. Таким образом, все решение у нас распадается на несколько шагов. Первый шаг. Надо каким-то образом найти R, построить R радиус этого полушара или всего шара, или вот этого круга, лежащего в основании. Это то же самое. Второе. Мы попробуем построить корень из 2, умноженный на R, то есть R корней из 2. Я допишу так. R корней из 2. Как это построить? Ну, взять квадратик со стороной r, получим диагональ r корней из 2. Или прямоугольный равнобедренный треугольничек с катетами r и r. Гипотенуза будет r корней из 2. Это просто. То есть мы строим x, которое корень из 2 r делить на корень из 3. Третий шаг. Нужно будет вот этот отрезочек t, который r корней из 2, разделить на корень из 3. То есть x равен t разделить на корень из 3. Тогда мы получим r корней из 2 разделить на корень из 3. Ну, здесь, наверное, нам придется строить треугольничек с углом 30 градусов. Да. Либо равносторонний мы разделим медианкой пополам, либо построим какой-то прямоугольник, у которого катет будет в 2 раза меньше гипотенузы. Ну, и тогда мы получим угол в 30 градусов, в котором известно, что если один катет длинный b, то короткий b делить на корень из 3. Правильно? Ну и все. Построив такой треугольничек с углом 30 градусов, отложив на нижнем луче, скажем так, отрезок r корней из 2 и поставив перпендикулярчик, то есть построив уже большой треугольничек, получим, что второй катет будет как раз r корней из 2 делить на корень из 3. Все, план есть. Теперь реализация. Я все уже нарисовал. Ничего мы строить не будем. Просто будем следить за руками. Я ускоряюсь, посмотрите, иначе вы сейчас повыскакиваете с нашего ролика. Итак, первый шаг крупный, первое действие, номер 1. Посмотрите, я беру карандашик. Давайте я тут сотру, иначе тут у меня много намазюкано чего. Нам хватит вот этого только. Беру карандашик и отмечаю 3 точки на окружности основания. Вот в этом хитрость вся, видели? Я же могу это сделать, верно? Могу. При помощи циркуля я могу замерить расстояние между парами этих точек М, Н и К. То есть я могу найти или построить стороны треугольника М, Н и К. Узенько такого, ну треугольника. Представляете? Кто прослушал еще раз. Вот я могу при помощи циркуля замерить расстояние между точками М и Н. Могу. На прямой могу отложить отрезок МН? Могу. Но это будет сторона треугольника. Также НК отрезок беру и МК и строю треугольник по 3 сторонам. Это 7 класс. Первая задача номер 1 опорная. Построение треугольника по 3 сторонам. Вот я и построил треугольник по 3 сторонам. Первый шаг. Теперь мне нужен радиус описанной окружности. Мы об этом говорили. Радиус окружности, описанный около МНК, равен радиусу шара. Правильно? Сразу радиусу круга, а он же радиус шара. Я строю 2 серединных перпендикуляра. Кто забыл? Все. Это детская задачка 7 класса. Ставим сюда ножку циркуля, дугу. Тем же раствором вторую дугу. Ну и все, и проводим через полученные точки прямую. Это и будет серединный перпендикуляр. То есть перпендикуляр и делим отрезок заодно пополам. Ну, нормально, нормально. Все построили. То есть это будет у нас второй шаг, сразу скажем. Вот. Второй шаг. И третий шаг. Получив точку О, соединяем с точкой М, находим R. Все. Третий шаг. За 3 шага, 3 хода нашли R. R найдено. То есть вот эта миссия выполнена. Теперь вторая миссия R корней из 2. Вот вторая миссия. R корней из 2. Строю равнобедренный прямоугольный. Ну, сразу прямой угол откладываю R и R. R же найдено. Вон красненькая, правильно? R и R откладываю. И получаю гипотенузу R корней из 2. Все. И первый, и второй шаг сделан. Теперь третий шаг. Третий. Строю треугольничек прямоугольный с углом 30 градусов. Я уже говорил. Либо равносторонний, делю медианой пополам, либо строю треугольник, у которого катет в 2 раза меньше гипотенузы. Все, построил. Откладываю R корней из 2.
И из конца от ложного отрезка, ну, восстанавливаю перпендикуляр. Получаю здоровый треугольник, у которого вот тот противоположный катет, как раз и равен r корней из 2 делить на корень из 3. Да, вот это искомый отрезок, это x, это ребро куба. Вот синий отрезок равен ребру нашего куба. Я вам скажу больше, что можно вычислить, посмотрите, можно вычислить реально приближенно радиус этой полусферы, а потом ребро этого куба. Посмотрите как. Мы измеряем эти расстояния, пусть они равны А, Б и С. Тогда первым действием можно найти радиус этой сферы или описанного круга по формуле АБС на 4С, где S находим по Герону. R находим? Находим приближенно, ну и ладно. Второй шаг. Находим сразу X, вот формула. X равен корень из 2/3 и умноженное на найденное R. То есть, если нужно вычислить длину ребра куба, мы можем сразу отметить точки М и К, найти стороны треугольника, а дальше использовать две формулы, 1 и 2. Х будет найден приближенно. Спасибо, что досмотрели. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пишите, кто долетел. Пока. С вами был Валерий Казаков.